Всем привет! Вы на канале Вещь, и мы будем говорить об истории возникновения обычных для нас вещей. Много ли мы знаем о вещах, которые нас окружают в жизни? Скорее всего, не очень. И поэтому мы попытаемся разобраться в этих простых вещах. И наша сегодняшняя история о летоисчислении, календаре. Как, когда, зачем и почему людям понадобилось считать дни, суммируя их в года и складывая их в века. Давайте разбираться. Поехали! Человек начал наблюдать за сменой времен года еще до появления древних государств. Но в то время не существовало даты начала и конца года. Время не делилось на сезоны, и наблюдение за временем сводилось лишь к определению числа дней между важными событиями. Слово «календарь» дословно переводится как «долговая книжка». Все потому, что в Древнем Риме должники платили проценты в дни календ, первых чисел месяца. Календы – это система исчисления больших промежутков времени, основанная на периодичности движения небесных тел. Солнца в солнечных календарях, Луны в лунных календарях. И одновременно Солнца и Луны в лунно-солнечных календарях. Также календарем называется список дней года с разделением на недели и месяцы и обозначением праздников и периодическое справочное издание с последовательным перечнем дней, недель, месяцем данного года, а также другими сведениями различного характера. Каждый народ использовал свои способы датировки исторических событий. Некоторые пытались вести отсчет лет от сотворения мира. Евреи датировали его 3761 годом до нашей эры. Александрийская хронология считала этой датой 25 мая 5493 года до нашей эры. Римляне начинали отсчет от легендарного основания Рима. Это 753 год до нашей эры. Парфяне, вифиняне и селевкиды вели отсчет лет от вступления на трон первого царя. Египтяне с начала правления каждой следующей династии. Свой календарь основывала каждая мировая религия. Согласно византийскому календарю, сейчас идет 7531 год от сотворения мира. В исландском календаре 1444 год хиджры. По буддийскому календарю идет 2566 год эры Нирвана. По календарю Бахаи 179 год. Перевод из одного летоисчисления в другое представляет определенные трудности из-за различной продолжительности года и из-за различной даты начала года в разных системах. Этой проблемой занимается такая наука, как хронология. Первые календари появились с возникновением цивилизации в эпоху Древнего Востока и несли важные социальные, религиозные, хозяйственные и политические функции. Служили для определения значимых дат, время посева, сбора урожая, различных праздников и уплаты налогов. Первый в истории календарь создали древние шумеры. Год по шумерскому календарю состоял из 10 месяцев продолжительностью 29 и 30 дней, и раз в 30 лет добавлялся 11 месяц из 11 дней для устранения неточностей. Календарь был основан на фазах Луны, поэтому он называется лунным. Лунные календари являются древнейшим способом летоисчисления, возникшим еще во времена, когда местные племена были кочевниками, скотоводами. Первая система отсчета времени была неточной, так как лунный год расходится с реальным на много дней. Астрономы Древнего Египта создали другой, солнечный календарь, более подходящий для успешного земледелия. Египетская система была основана на смене сезонов. Год в Египте начинался с появления на небе звезды Сириус, затем следовал разлив Нила. Календарь состоял из 12 месяцев по 30 дней в каждом. В конце года прибавлялось 5 дней, во время которых проводили праздники в честь богов. Египетский календарь даже удобнее современного, по причине того, что многие путаются, сколько дней в месяце. А в этом все просто. Все месяцы имеют равное количество дней. Летоисчисление, связанное с наблюдением за звездами, в Древнем Египте входило в обязанности жрецов. Они вычисляли разлив Нила математически, но хранили свои методы в тайне от непосвященных, объявляя себя пророками, получающими откровения свыше. Поэтому продолжительность года была известна только им. Астрономы заметили,
заметили, что в некоторые годы наводнение начинается на один день позже, но на календаре это не отражалось. Високосные годы в Египте прижились только во времена правления эллинистических правителей. Древний римский календарь изначально состоял из 10 месяцев, многие из которых имели названия, используемые до сих пор. Эпоха царского до республики Рима ознаменовалась важной реформой под руководством царя Нума Помпилия. К календарю были добавлены дополнительные 2 месяца – январь и февраль. Второй раз календарь реформировал Юлий Цезарь во время Римской империи. Побывав в Египте, Цезарь узнал о достижениях местных ученых в области составления календарей. Юлий пригласил в Рим египетского астронома Созигена, который по приказу Цезаря вычислил промежуток времени между днями равнодействия и определил продолжительность года. Число не являлось целым, но для удобства было округлено до 365 дней. Были введены високосные годы для учета оставшейся дробной части. Один из месяцев, Квинтилиус, переименовали в Юлиус, он же июль, в честь Цезаря. Созданный календарь назвали Юлианским. Позднее приемный сын Юлия Цезаря, Октавиан Август, переименовал месяц Сектилиус в Август и добавил к нему один день, нарушив прежний порядок, установленный его отцом, по которому четные месяцы длились 30 дней, а нечетные 31. Юлий Цезарь строго зафиксировал начало года, так как ранее это число устанавливалось верховным жрецом Понтификом, который, как утверждал Цицерон, менял дату в зависимости от собственных интересов. Налоги в Риме платили в начале месяца, консул Рима назначался на год, поэтому последний месяц удлиняли, если нужно было удержать на службе выгодного чиновника, а для ускорения сбора налогов год уменьшали. Произвол с началом года приводил к расхождению календаря с реальным временем, срыву сельскохозяйственных работ и напряженности в обществе. Начальная точка летоисчисления у древних народов сильно различалась и была связана с местными религиями и истории данной страны. Например, летоисчисление от сотворения мира, от основания государства, от начала правления императора. Эра – это дата, с которой начинает отсчет календарь. Вот, например, даты начала некоторых эр. Греческая мировая эра началась 1 сентября 5598 года до нашей эры. Византийская эра 1 сентября 5509 года до нашей эры, а Константинопольская эра 1 марта 5508 года до нашей эры. А, например, эра Олимпиад 1 июля 776 года до нашей эры. Сегодня даже в нехристианских странах существует официальное разделение истории на период до нашей эры и период нашей новой эры, начало которого связано с рождением Иисуса Христа. Современная система была предложена в IV веке нашей эры монахом Дионисием Малым. Введение такого деления было связано с укреплением христианства в римском обществе. Порядок исчисления, предложенный монахом, окончательно утвердился в Западной Европе только в VIII веке, а в России был принят при Петре I. Через несколько столетий после этой реформы человечество столкнулось с другой проблемой. Созиген допустил ошибку в расчетах. Продолжительность года составляет 365 дней, 5 часов, 48 минут, 46 секунд. Созиген сложил из лишних часов, накапливающиеся за 5 лет, одни сутки, но оставшиеся 48 минут дали погрешность, которая привела к тому, что каждые 4 столетия прибавлялся лишний день. Несоответствие реальному времени в 16 веке составляло 11 дней. Проблему решили математики Папы Римского Григория XIII. Папа создал ученую комиссию и пригласил математика Луиджи Лилио, который рассчитал продолжительность года более точно. После пятницы 4 октября 1582 года наступила суббота 15 октября, а из каждых 400 лет стали изымать 3 дня за счет исключения годов с 3 нулями из списка високосных лет, если они не делятся
делится нацело на 4. Новая система исчисления, называемая Григорианским календарем, несмотря на ее явную практичность, с трудом распространялась по Европе. Решение было принято в Ватикане, и поэтому лютеранские православные государства сопротивлялись переходу на эту систему летоисчисления. Григорианский календарь в России был принят только в 1918 году после революции. Новая система также дает некоторую погрешность, но более точна, чем юлианская. Ученые рассчитали, что григорианский календарь дал бы несоответствие реальному времени на один день только в следующем тысячелетии. Принятие юлианской календарной системы и римского календаря, заменившего древнеславянский, на Руси произошло с принятием христианства. Первые календари в нашей стране начали изготавливать еще до завоевания татаро-монголами. Календари того времени были вечными, рассчитанными на много лет вперед, поскольку такой формат был единственно возможный в допечатную эпоху. Печатные календари из бумаги, имеющие современный вид, в России начали выпускать при Петре I. Первым календарем был астрологический Брюсов календарь, составленный сподвижником царя Яковом Брюсом. В 18-19 веках календарная продукция выпускалась под эгидой Академии наук. Календари были связаны с сельскохозяйственными работами и содержали информацию о церковных праздниках, фазах Луны, посеве и жатве, времени захода Солнца. Изделия были дорогие, и наличие в семье календаря указывало на высокий статус его владельца. Для простого народа это было недоступной роскошью. В 1885 году земские управы получили право печатать календари, и с этого времени появляется широкий ассортимент продукции с различной тематикой, в том числе детские, женские и сельскохозяйственные календари. Общества просветителей существовали в дореволюционной России в конце 19-го, начале 20 веков. Широко известно общество Сытина, выпускавшее кроме дешевых книг и календари для бедных. Типография Сытина выпускала несколько десятков видов календарей, самым известным и признанным из которых был всеобщий русский календарь. Карманный формат появился еще в 1885 году и сразу же был оценен в среде купцов, а среди сытинских календарей для дома особой популярностью пользовались отрывные календари, что повлияло на популярность отрывного формата в последующую советскую эпоху. Данный тип календарной продукции в наше время становится все менее актуальным в связи с появлением ежедневников, календарей с полями для заметок и перекидных настольных календарей, у которых вчерашнее число может быть заменено без вырывания листов. История истории, а как устроен современный календарь? Единицы, используемые в календаре, это сутки, неделя, месяц, год и век. Век – единица измерения времени, равная 100 годам. 10 веков составляют тысячелетия. В результате согласования этих единиц появились 3 календарные системы. Лунные календари, в которых месяц согласован с фазами Луны, лунно-солнечные календари, в которых год и месяц согласованы с фазами Луны и с движением Земли вокруг Солнца, и солнечные календари, в которых год согласован только с движением Земли вокруг Солнца. Ну и куда же без Нового года? Это вполне себе календарный термин и праздник начала года, отмечаемый многими народами в соответствии с принятым календарем, наступающий в момент перехода с последнего дня года в первый день следующего года. Обычай праздновать Новый год существовал уже в Месопотамии в 3-м тысячелетии до нашей эры. Большинство стран отмечает Новый год 1 января, в первый день года по Григорианскому календарю. Первыми новогодние празднования с учетом поясного времени всегда начинаются в Тихом океане, на островах Кирибати. Последними провожают Старый год жители островов Мидуэй в Тихом океане. Старый Новый год – это праздник, отмечаемый в соответствии с Новым годом по юлианскому календарю. В ночь с 13 на 14 января. Отмечается он в России, в странах СНГ, Сербии, Швейцарии и некоторых других странах. А, например, начало года по еврейскому календарю наступает спустя 163 дня после Песаха, не ранее 5 сентября и не позже 5 октября. Начало года по китайскому календарю приурочено к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшемуся после зимнего солнцестояния, то есть на второе новолуние после
21 декабря. По иранскому календарю начало года 21 или 22 марта, в день весеннего равноденствия. Кстати, есть даже садоводческий календарь. Им пользуются садовники и огородники для точного определения дат посадки своих растений. Даты напрямую зависят от погодных условий и свойств самих растений. А еще бывает вечный календарь. Это матрица, позволяющая узнать, на какой день недели приходится любая дата в пределах длительного промежутка времени. Как правило, несколько десятков или сотен лет. Многие из вечных календарей фактически создают сетку календаря на выбранный месяц выбранного года. Календарь имеет долгую историю, являясь одним из первых и важнейших изобретений человечества. Он прошел путь от неудобных лунных и лунно-солнечных календарей Востока до хорошо продуманной системы, рассчитанной до доли секунды. И без точных календарей был бы невозможен прогресс человечества, и скорее всего была бы невозможна любая продуктивная работа и дальнейшие важнейшие открытия, которые нам так важны. Смотрим, слушаем, комментируем и подписываемся, чтобы знать о простых вещах еще больше. С вами был канал Вещь.